Привет! Сегодня мы рассматриваем совместимость двух натальных карт по кету. В прошлом видео мы уже рассматривали совместимость по раху. У нас был такой хороший практикум, да. В этом видео мы будем рассматривать кету и как кету соединяется с планетами партнера и что эти значения значат, да, какие у них характеристики. И у нас также с вами будет сегодня практику. Мы с вами рассмотрим натальную карту пары и совместимость по кету, да, какие там будут соединения с планетами. Ну и потом я раскрою секрет, чьи же карты мы смотрели, кто это был. И давайте начнем с определения кету. Если раху, северный южный узел или голова дракона, да, в ведической мифологии, это то, для чего мы встречаемся и какой опыт мы хотим получить в этой жизни, да, это новый рост, это про развитие, что мы получаем из этого партнерства, чему мы должны научиться, то кету как раз показывает на отработку кармы именно с прошлого. И здесь это о том, что, возможно, какие-то качества, какой-то опыт нам нужно передать именно этому человеку. Возможно, где-то что-то мы не додали. Еще как бы можно закрыть гештальты, да? И какие именно, в каких сферах, об этом нам будут говорить соединение кету с разными планетами, плюс те дома, где будет происходить это самое соединение. И в целом кету сам по себе является показателем талантов из прошлых жизней. Поэтому соединение именно с ним указывает на кармическую связь. Это про то, что здесь мы обогащаем друг друга и смотрим, какие наработки, в каких сферах у нас есть, что мы, скажем, приносим к столу. Давайте рассмотрим первое соединение, это кету и солнце. Это говорит о духовной связи. То же самое, когда и раху соединяется с солнцем, но немножко по-другому, потому что энергия раху имеет расширение в себе, а кету, наоборот, сужение. И поэтому, когда кету одного партнера соединяется с солнцем другого, то показатели солнца, они будут как бы сужаться. Что именно? Например, жизненная энергия, материальный уровень, статус. То есть такая комбинация, она хороша для духовного роста, для того, чтобы человек смотрел вовнутрь. Но на материальном уровне могут быть препятствия, какая-то нестабильность. Или же это может говорить о том, что люди могут не уважать друг друга, то есть не хватает солнечных качеств, да, где сильно будет проявлен эгоизм, это как раз солнце в невежестве, в тамасе. И именно если это уже проявляется, это указывает на то, что пара, как раз вот эти двое, они встретились для того, чтобы один научил другого идти и усиливать свое солнце. То есть тот, кто с кету, он имеет уже опыт. Здесь тоже нужно смотреть, в каком знаке, в каком доме это соединение происходит, для того, чтобы человек с солнцем начал идти, поднимать эту энергию, да, прорабатывал свой эгоизм. А если он был неуверенным в себе, значит, становиться уверенным, чтобы он чувствовал такую и жизненную силу, и почву под ногами для того, чтобы проявляться. Потому что если не работает тот человек, кто с солнцем в паре, ему будет очень сложно. То есть кету будет его как бы сужать, кету есть что дать, чему научить, но он вгоняет в определенные рамки другого человека с солнцем для того, чтобы тот начал проявляться, идти в такую проработку, скажем. И в данной паре, возможно, кто-то из них был отцом для другого. И в целом такая отцовская энергия может присутствовать в этих отношениях. Следующее соединение кету и луна. Луна, как мы знаем, отвечает за нашу эмоциональность, чувства, ментал, психику, поэтому на первый план выходят все ее показатели. И кету снова-таки сужает все эти характеристики. Чем хорошо это соединение, это то, что партнеры, они могут обмениваться каким-то философским, мистическим опытом. Также у них усиливается интуиция, повышается интерес к психологии, к философии, к каким-то эзотерическим, тайным знаниям. Все, что в целом связано с умом, с подсознанием. Но трудности возникают в том случае, что кету, он уже такой отстраненный аскет, это холодная энергия, которая сужает, да, а луна, человек, он слишком эмоционален в этих отношениях. Поэтому
Для Луны человек с Кету, он является таким сухарем или нравоучителем. А человек с Кету, наоборот, воспринимает Луну как, ну, немножко истеричку, да, тот, кто не постоянен или тот, кто не уравновешен. И здесь вот важно снова-таки, да, находить этот баланс, потому что человек с Кету, он уже, скажем, проработал вот этот эмоциональный уровень, и он может научить человека с Луной, как совладать с собой. Но в то же время, если энергия не сбалансирована, то он становится как бы таким отшельником, холодным, отстраненным. А Луна способна его обогреть и, скажем, вернуть в чувства, да, в эмоции. Следующее соединение — это Кету и Марс. И здесь этот показатель указывает то, что в начале отношений часто люди наслаждаются энергией друг друга, они притягиваются. Почему? Потому что Кету подобен Марсу. А в ведической мифологии боги, которые управляют этими планетами, они братья. Поэтому и у Кету, и у Марса одни и те же элементы, да, это огонь. И поэтому это дает взрывной характер у обоих партнеров, когда вот они сходятся, да, усиливается. И это может приводить и к ссорам, и к напряжению в отношениях. В целом это может давать продолжительность отношений и делать ее более проблематичной, если снова-таки не работать над своей агрессией, не учиться себя контролировать, свои эмоции, да, и не уходить в обиды, в гнев, в раздражение. Также этой паре хорошо жить отдельно или в разных комнатах, для того, чтобы они как бы не перегорали, находясь постоянно друг с другом. Им нужно расходиться, остывать и потом снова вот сходиться. Но в целом эта связь хороша для совместной работы, и классно, когда есть что-то, что их объединяет, таких людей. В особенности, если мы говорим про проекты, да, это или бизнесы, или же совместные дети, тогда негативные аспекты, они ослабевают. Следующее соединение — это Кету и Меркурий. Это дает хорошую интеллектуальную связь, хорошо для достижения эзотерических, духовных целей и в целом совместного духовного роста. Но трудности в отношениях могут возникать, когда человек с Кету начинает видеть Меркурия как слишком поверхностного или переменчивого. Почему это происходит? Потому что Меркурий является очень быстрой планетой, это планета без пола, но больше всего он принадлежит к мужскому полу, но тем не менее это все-таки евнух. И так как быстрая планета, она такая непостоянная, да, немножко такой есть или инфантилизм, или детскость, которая для Кету, ну, как бы неприемлема. И, в общем, он может серьезно не воспринимать такого человека. А для Меркурия Кету уже тоже сухарь, то же самое, что для Луны с Кету, но там больше на эмоциях, на чувствах, а здесь на уровне интеллекта. То есть Кету как бы хочет, чтобы человек с Меркурием пошел в глубину, начал более серьезно относиться, особенно к каким-то вот таким ментальным, аналитическим, да, вещам, использовал ту самую логику и аналитику для того, чтобы копать до сути. Вот. А Меркурий считает, что Кету может быть слишком непреклонным, любящим учить, проповедовать или даже жестоким. То есть Меркурию хочется больше вот этой вот такой легкой обстановки, да, больше веселья, больше фана, легкости. В Кету этого нет. И здесь важно тоже выстраивать отношения гармонично, зная, если у вас есть этот показатель, не обижаться друг на друга, понимать, чему каждый из вас учит другого. Следующая связь — это Кету и Юпитер. Считается одной из лучших связей, потому что обе планеты духовные, глубокие, и это создает очень такой философский, глубокий фон в отношениях. Юпитер, он чаще берет заботы на себя о материальных делах союза, потому что Кету, снова-таки, это отшельник, это ему уже неинтересно, то есть он как бы сюда пришел, и у него нет интереса в той сфере, где он находится, особенно если это вот 2-й, 11-й дом, сферы, которые непосредственно связаны с деньгами. То есть там будет видно, что человек, ему не важно, вот есть у него там какие-то продукты, есть где жить, и хватит, да, а Юпитер все-таки имеет энергию расширения, и в том числе это планета, которая отвечает за материальное и духовное богатство.
Поэтому человек с Юпитером, он все-таки будет пытаться расширить вот этот вот денежный потенциал в их паре, чаще на себя будет брать вот заботы о заработке. И проблемы в этой паре могут начаться, когда оба начинают принимать на себя роль учителя. И здесь такой кармический долг — это помочь друг другу в нахождении своего предназначения, дхармы, и реализоваться. Если Юпитер у женщины, да в целом даже если и Кету, женщине в таком союзе важно помнить, что жена не может быть гуру для мужа. В целом в ведической философии считается, что мужчина может быть гуру для женщины, поэтому муж является учителем для жены, наставником, но женщина не может быть гуру для мужчины. Мужчине нужен учитель мужчина, он должен быть с ним одного пола, иначе происходит полный дисбаланс по энергиям. То есть мужчина должен быть как бы во главе, он должен быть главным, он не может подчиняться, да, быть в роли подчиненного по отношению с женщиной. Поэтому, если у вас есть такая комбинация, здесь важно роль учителя реализовывать где-то во внешнем мире, выбирать себе такую деятельность, хобби, где бы вы прокачивали свои духовные и учительские, скажем, роли. Следующее соединение — это Кету и Венера. В целом связь способствует платоническим отношениям. Физическое притяжение, может быть, особенно в самом начале. Но сохранить его на протяжении всего союза будет сложно, потому что Венера у нас отвечает за чувства, сексуальность, наслаждение, любовь, романтику и так далее. Кету сужает все эти показатели. И здесь снова Венере становится скучно, потому что Кету для нее сухарь. Она хочет любви, ласки, свидания и так далее, а Кету это все неинтересно. Поэтому здесь урок в том, чтобы Венера как бы будет учить Кету немножко больше открываться, да, и вбирать в себя ее качества, но нельзя допускать дисбаланса, то есть вам нужно быть на одном уровне. Если Венера слишком уйдет в наслаждение, где-то будут искать их на стороне, тогда сохранить такой союз будет очень сложно, потому что человека с Кету вы не сможете полностью изменить, его нужно принять. И он как раз вам дается для того, чтобы вы эту Венеру немножко такие остудили, остыли и начали искать кайф, наслаждение, увлечение более экологично и направляли ту же сексуальную энергию в созидание, в творение чего-то, а не просто в близость физическую. И если не прорабатывать данное соединение, не работать над собой, то человек с Венерой, он просто разочаровывается в любви или начинает искать ее на стороне. А Кету — это уже высокие чувства на духовном уровне. Этому человеку это не значит, что он вообще ничего не чувствует, для него это тоже все важно, но он воспринимает это по-другому. И когда такие люди сходятся, когда у них образовывается эта комбинация, этот дисбаланс энергии, он будет очень виден. И они встречаются вот где-то так. И им важно вот найти ту самую золотую середину, кому-то спуститься, кому-то чуть подняться, да. И понятно, что по истечению времени вы снова будете пытаться выстраивать этот баланс, но в этом и есть задача. И на протяжении какого-то времени это будет становиться как бы все проще и проще. Но это проработка. Следующее соединение — это Кету и Сатурн. На самом деле считается одним из негативных соединений для супружества. И здесь сложности в том, что и Кету, и Сатурн обе холодные планеты, аскеты и тяжелые, да, вот как бы два сухаря встретились. Поэтому их отношения могут быть или слишком серьезными, или пессимистичными. В общем, какая-то тяжесть. И если они не работают над собой, они могут постоянно как бы давить друг друга, да, быть или чрезмерно, просто тяжелыми, постоянно что-то говорить, критиковать, наступать на эгоизм друг друга. В общем, как-то чувствовать давление от другого. И здесь важно выводить вот сатурнианскую энергию, дисциплину, организованность, порядок, для того, чтобы всем было комфортно, то есть находить золотую середину и в целом идти в такие духовные, глубокие отношения.
это хорошая позиция для именно глубокой связи, которая очень основательная. Для этого хорошо, но просто на поверхности развлекаться, наслаждаться с таким положением будет невозможно. И это не значит, что здесь тоже это невозможно требовать от другого человека, потому что это определенная конфигурация, да и вы тоже, да, Кету вы или Сатурн, вместе с ним вот вы создаете такое комбо. И здесь важно эти энергии наблюдать в себе и снова-таки использовать их созидательно, да, то есть дисциплина, организованность классно, например, для работы, направляйте больше это туда, для совместного быта, чтобы все было вот по полочкам, в общем, да, для планирования путешествий, таких вот вещей. Но не перекладывайте эти качества, не пытайтесь быть надзирателем, да, именно с вашим партнером. Следующая совместимость — это Кету и Раху. То же самые результаты, когда Раху соединяется с Кету. Это хорошие дружеские, товарищеские отношения. Здесь есть взаимная симпатия, понимание. И личность с Кету помогает человеку с Раху проходить уроки, которые он сейчас проходит или ему предстоит, потому что у него уже есть опыт из прошлого. И именно в каком доме соединяются эти две планеты, лунные узлы, именно там и будут происходить основные кармические проработки. Соединение Кету с Кету это дает таких близнецов, потому что люди очень похожи, у них схожие взгляды на жизнь, они хорошо друг друга понимают, и в целом это хорошая комбинация для товарищеских и дружеских отношений. Для любовных отношений желательно, чтобы были другие соединения именно с планетами, да, чтобы у людей, кроме дружбы, кроме схожести, были еще какие-то вещи, какая-то база, на которой они смогли бы строить свой союз. И сейчас мы рассмотрим с вами две натальные карты. Слева вы видите карту мужчины, справа карта женщины. У женщины восходящий знак Скорпион, но для простоты и удобства мы перевернули. И сейчас поставили на восходящий знак Льва для того, чтобы было видно, какие планеты у нас соединяются. И здесь мы видим то, что по Кету есть соединение Кету женщины с 5-го, соединяется с Луной мужчины в 5-м доме. В этой комбинации они обмениваются опытом, то есть женщина передает какой-то важный опыт по сфере 5-го дома. Это все, что связано с интеллектуальной деятельностью, с учением, с воспитанием детей, это дом детей, с креативностью, с творчеством. Причем знания она черпает из 8-го дома, мистики, эзотерики. Это какие-то такие философско-мистические опыты, которым она обменивается с партнером, у которого Луна в 5-м доме. Он, как следствие, возможно, делает ее более мягкой, да, дает немножко больше заботы, больше поддержки для, например, ее же, для того, чтобы она проявлялась в мир, потому что у нее задача здесь, одна из задач, это именно популярность и известность. То есть он может давать ей больше чувственности, эмоциональности, раскрывать в ней вот такую женскую часть, но все-таки это будет больше по Юпитеру, то есть все равно он выступает здесь в том числе как учитель для нее, раскрывая помогая раскрывать лунные качества. Следующее соединение — это Кету мужчины в 6-м доме в знаке Козерога соединяется с Венерой и Меркурием женщины в 6-м доме. Кету с Меркурием, как мы уже говорили, это хорошая, глубокая интеллектуальная связь. Также это хорошо для духовных целей, совместного роста. Причем у мужчины в натальной карте у него Раху в 12-м доме. То есть у него одна из кармических задач — идти в саморазвитие, работать с подсознанием, заниматься практиками. И ему для этого, у него уже есть наработки, да, он понимает, через что он может помогать людям. У него есть какие-то опыты, скажем, бытовая жизнь, обязанность, у него это все налажено. То есть у него есть определенный фундамент, который ему дается в этой жизни, который он может зафиксировать, чтобы потом, не уйти в отшельники, но уйти прям глубоко, окунуться во все тайное, мистическое и в целом уйти в себя.
И здесь вместе с женщиной он как бы передает ей весь этот опыт, рассказывает ей, делится с ней, поэтому это хорошая связь, она его поддерживает. Главное, чтобы женщина как бы была к этому готова, да, чтобы она интересовалась и действительно хотела идти в глубину. Иначе ей может быть, ну или неинтересно банально, или очень сложно с таким человеком, потому что он уже как бы одной ногой, так по ощущениям, уже идет в 12-й дом. И он должен был им интересоваться на протяжении всей жизни на самом деле. Но с возрастом это будет проявляться больше. Плюс у него как бы раскрытие тоже такое идет больше во второй половине жизни. Далее, кету мужчины соединяется с Венерой женщины. Вот здесь про платонические отношения, да, то, что женщине может быть тяжеловато с ним, потому что немножечко Венера будет сужаться. Но если мы рассмотрим, то Венера мужчины также соединяется и с Венерой, и с Меркурием женщины. Венера и Венера в целом очень хорошо. Но здесь оба будут хотеть любви. Мужчина даже, возможно, больше будет хотеть этого проявления от женщины. В целом неплохая комбинация. Им хорошо вот вместе заниматься, в том числе бизнесом, какими-то проектами, помогать людям. Возможно, это благотворительные какие-то вещи. Прям очень здорово. Это будет очень гармонизировать. И также это любовь, когда это уже про более глубокую любовь. То есть это не прям супер химия. В этой карте этого нет. Здесь больше про глубокую, зрелую, такую основательную страсть, притяжение, да, там, где есть такая основа и какие-то высшие цели, потому что здесь еще у них соединяются и Сатурны во втором доме, да, если посмотрите в знаке Девы, там у мужчины Юпитер и Сатурн оба ретроградные, у женщины Сатурн и Марс оба ретроградные. Это тоже здесь говорит, это сфера денег, и это дает определенное утяжеление. Здесь деньги должны у них приходить именно через постоянную работу. Сейчас вы узнаете, кто это, чьи это карты. Им не достается все так легко и просто. И хорошо, если они будут заниматься благотворительностью, зарабатывать, получать деньги именно через проекты, которые приносят помощь и пользу людям. Делать это вместе, тогда будет классно. Но в целом в сфере денег вот тоже важно научиться доверять друг другу, зарабатывать их вместе и спокойнее к ним относиться, не зажимать на партнера. И у мужчины, и у женщины такие уроки. Открываю занавес тайны. Это пара Джастина Тимберлейка и Джессики Бьель. И что интересно, если почитаете биографию Джастина, вот я сейчас открыла, на самом деле не смотрела перед тем, как рассматривать вот их позиции, особенно по сфере заработка. У него очень много инвестиций, у него очень много разных проектов. Несмотря на то, что он начинал просто как певец, потом основал свой лейбл, зарабатывал именно Тогда еще были продажи дисков, да, сейчас это стриминг. Но у него очень много бизнесов и акций в различных направлениях, включая и спорт. Это баскетбольная команда, известная американская. Также это рестораны, это акции Фейсбука и других компаний, которые связаны с технологиями. И он очень много занимается именно филантропией, благотворительностью. Очень много есть статей онлайн. Для него это, особенно ему, очень важно это делать. Но то, что они занимаются этим вместе, ну и вот так и проигрывается это соединение. То, что деньги он до сих пор зарабатывает. У него это не приходит так легко, и у них в этом тоже есть урок. Совместно учиться своим трудом, снова-таки как бы через свое мышление, через стратегию, через дисциплину, да, очень так планировать финансы. Причем, если они это вместе делают, тогда отлично. Они оба прокачивают вот эти положения. Хотя эти положения никак не относятся к кету. Это только что то, что я увидела, но будет интересно разобрать, когда в следующих видео мы будем разбирать соединение других планет, мы можем вернуться к этому примеру. Вот, кстати, напишите в комментариях, если хотите, продолжим разбирать эту карту. Или вы можете предложить
другую пару. Если есть их данные рождения, они достоверны, проверены, то мы разберем карты непосредственно той пары, за которую вы проголосуете больше всего. Ну что, на этом будем заканчивать. Я надеюсь, что это видео было полезным. Практикум для вас тоже немножечко приоткрыл занавес того, как анализировать эти положения, где смотреть в карте, что мы ищем. В общем, ставьте лайки, пишите комментарии. Если хотите побольше таких видео, предлагайте темы, которые вы хотите рассмотреть в будущем, или натальные карты людей, которых вы хотите рассмотреть. И до скорых встреч! Увидимся скоро!